Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш третий блок. И он у нас будет такой не совсем обычный, потому что ну как-то редко бывает, чтобы народный депутат у нас разговаривал на экзотическом для украинского общества языке. А в данном случае Андрей Николаенко говорит свободно на корейском, потому что сначала изучал в Украине, а потом жил в Корее 6 лет. Ну и, собственно говоря, я для себя открыл это абсолютно недавно и был очень удивлен, потому что у нас в Украине, как вы знаете, о Корее могут говорить там несколько человек, и практически все они были в этой студии. И, соответственно, мы когда вот с ним разговорились, и я понял, что он очень глубоко в теме, то я понял, что мы можем, в общем-то, сделать такой глубокий и неформатный эфир по поводу Кореи и, собственно говоря, по поводу тех уроков, которые корейская модель несет для Украины. Причем корейская модель в двух ипостасях, поскольку там же помимо Южной Кореи, на которую все ориентируются, есть и КНДР, которая теперь напрямую имеет отношение к Украине, потому что вовлечена в войну и поддерживает Россию, как вы знаете, и которая имеет свои, скажем так, специфические черты, мягко говоря, которые позволяют ей на протяжении последних там, более 70 лет быть, несмотря на маргинальность, скажем так, находясь на периферии там, мировой системы, тем не менее оказывать серьезное влияние на мировые процессы. И это тоже заслуживает внимания. Ну и, наконец, у нас очень часто говорят о корейском сценарии выхода из войны и, скажем так, корейском сценарии развития Украины. Ну, скажем так, корейский сценарий выхода из войны, он, скажем, менее приятен, да, чем корейский сценарий развития. Да. Но нужно знать, в общем, понимать и то, и другое. Но весьма реалистичен, к сожалению. Да, потому что весьма реалистичен. И, собственно говоря, мы вот будем сегодня говорить о Кореях в таком вот, в нашем международном контексте, в нашем украинском контексте, с человеком, который хорошо это все понимает. Андрей Николаенко у нас впервые в эфире. Привет. Привет. Привет, Юра. Спасибо за приглашение. Приятно. Я знаю, сразу объясню. Здесь даже не столько, вот ты подчеркнул, и часто говорят, там, народный депутат. Я в первую очередь дипломат. То есть я профессиональный дипломат, который, заимев дипломатическое образование, не пошел работать в бизнес или куда-то еще, пошел работать в дипломатическую службу украинскую, и моим первой командировкой и был город-герой Сеул. И именно там я провел с 2000 по 2006 год, фактически 6 лет своей жизни. Сначала учась в университете ЮНЦ, а потом работая в посольстве. И для меня Корея особую роль сыграла в жизни, поскольку сегодня уже как депутат я являюсь главой межпарламентской группы дружбы, ну, сопредседателем, да, вместе с депутатом от «Слуги народа». Но при этом все годы до того, как я попал туда на работу, и после того, как я закончил дипслужбу, я продолжал быть на этом корейском треке, пытаясь затягивать в Украину корейские инвестиции, делать совместные проекты, от торговли заканчивая. И так сложилось, что за эти годы многие из моих друзей, которые появились в начале 2000-х, выросли до, уже некоторые побывали министрами, перестали ими быть. Сегодня некоторые из них являются депутатами Национальной ассамблеи Кореи. Многие из них голосовали за импичмент президенту Юну, который сейчас президент Кореи. Поэтому Корея большая половина моей жизни составляет. Впервые попал туда в 97-м. И это, наверное, вот те изменения, та динамика Кореи, которую я и увидел тогда в 18 лет, она меня и подстегнула к тому, чтобы на этом сфокусировать большой период своей жизни. И нам очень много есть чему поучиться, ты уже об этом сказал в вступительном слове. Очень часто и многие, кто далеко не понимает Корею, но многие говорят о корейском сценарии именно окончания войны, тоже до конца не зная даже о ходе войны, и участниках, и сторонах, и скажем так, и процессе войны, которая длилась чуть больше 3 лет. Но еще и для нас, конечно, более важен, как ты правильно сказал,
южнокорейский сценарий развития, то есть сценарий развития Республики Корея. Ну и многие не знают о том, что такая ирония судьбы, Украина, современная Украина, территория современной Украины, а именно Ялта, сыграла колоссальную роль, потому что именно на Ялтинской конференции 3 мировых лидера разделили по 38-й параллели, заложив изначально мину. То есть это было создано 2 квазигосударства, которые априори и режимы, которые были созданы, были обречены на столкновение. И когда каждое из государств принимало свою конституцию уже в 1948 году, то и Ким Ир Сен, и президент Южной Кореи Ли Сэман, они ставили стратегической задачей объединение Корейского полуострова под своим знаменем на своих принципах. И, соответственно, война была неизбежна. И здесь, знаешь, часто очень тоже США сыграла очень особую роль. Сначала в развитии Кореи на первом этапе, а во-вторых, в том, что допустила неправильный сигнал, я бы это так назвал, который позволил Ким Ир Сену все-таки начать эту войну. Ну, я здесь тебя еще перебью. Перед этим США еще проиграли борьбу в Китае, потому что в 1949 году, когда в октябре победили окончательно коммунисты, там в Штатах была точно такая же полемика относительно Китая, поддерживать Китай, не поддерживать Китай. Значит, Ачесон, который госсекретарем был, топил за то, чтобы как бы бросить этот Китай, эту коррупционную клоаку, значит, приезжал постоянно делегации от Чан Кайши, потом он сам, когда уже все шло к концу, жену свою присылал. И, собственно говоря, американцы тогда просто просчитались очень серьезно, потому что, ну, собственно, когда они потеряли Китай и вынуждены были смириться с тем, что победили коммунисты, то после этого ситуация на Корейском полуострове, она запылала уже там буквально через менее чем через год, да. И они оказались поставлены перед фактом, что необходимо как-то туда вмешиваться для того, чтобы, ну, просто стратегические позиции не потерять на Дальнем Востоке. И Чан Кайши, который оказался выкинутым на Тайвань, и которого они вообще рассматривали там уже все как такую потерянную карту, слабую карту, вдруг заиграл Тайвань, как бы, и вообще Юго-Восточная Азия заиграла новыми красками, и, собственно говоря, пришлось все переигрывать, и эта история имела там продолжение на несколько десятилетий. Абсолютно. Более того, ну, госсекретарь допустил США еще одну большую стратегическую ошибку, когда он в своем выступлении обозначивал периметр интересов США в регионе Северо-Восточной Азии, он обозначил его как раз именно по Филиппины. То есть Япония, Филиппины прозвучало, что выглядело как то, что на тот момент войска уже США были выведены с территории Южной Кореи к 50-му году. То есть это выглядело как то, что было передано новому правительству, и выглядело как то, что, ну, американцы не будут вмешиваться, особенно после, скажем так, относительной геополитической неудачи, которую они заимели в Китае. То есть здесь это спровоцировало, и Сталин дал добро на эту интервенцию со стороны севера, и северяне к этому были на порядок более готовы. То есть и по распределению сил, и по количеству бронетехники, и готовности к этой войне. Юг оказался не готов, и Сеул был потерян за 3 дня. То есть история, которую пытались и рассчитывали, наверное, россияне в 22-м здесь, в Украине, увидеть, падший Киев в течение первых дней, вот он произошел. Более того, за войну Сеул 4 раза переходил из рук в руки. И результаты войны, то, с чем столкнулось послевоенное правительство, когда у нас говорят там про відбудову Украины и как это делать, и как все досягать. Я сознательно, кстати, я хочу сказать зрителям, на русском мы общаемся, я понимаю, что у тебя очень интернациональная аудиторія, і я дуже поважаю нашу мову, і, звичайно, як державний службовець і народний депутат говорив би на ній, но из уважения ко всем, кто нас смотрит, и кто хочет понять в том числе и вот эти параллели с Украиной, и что можно проводить параллели, а в чем точно нельзя. Так вот, ситуация осложнялась еще тем, что южнокорейское правительство, оно, мягко говоря, было абсолютно не готово к началу этой войны, хотя была риторика такая. Были боестолкновения после разделения Кореи, и которые были в меньшем масштабе. Ну и, безусловно,
оккупация 90% в течение первых 2 месяцев войны территории Южной Кореи со стороны севера, это выглядело как полная катастрофа. Но когда союзники включаются, ну в данном случае Южной Кореи, и когда у них есть там яйца и готовность их демонстрировать, и есть стратегический замысел, который выразился в Инчонской операции, когда они высадили огромный десант и перерезали снабжение, и пошел откат, и потом практически полная оккупация Северной Кореи, это показание того, как работает. Но опять же, тут снова вмешался Китай. Поэтому, когда кто-то говорит о возможности победы над Россией военным путем, мы должны понимать, что вот что меня всегда смущает, когда наши говорили, нам нужно выйти на границы 91 года. Я всегда задавал один простой вопрос всем, с кем я говорил. Это что, футбольный матч? Ну, то есть, или это, знаете, кто первый добежит и схватит флаг? То есть, если мы выходим на границы 91 года, в теории предположили, да? То есть, это значит, что они перестали воевать с нами, говорят, ну раз вы сюда дошли, все, мы сдаемся. Это значит война, то есть, это история про то, что мы должны определять большую стратегическую цель. То есть, как, выжить в стране, как сделать так, чтобы эта война не продолжалась, в идеале не повторилась, и чтобы мы, как независимая нация, уцелели. И имели возможность потом избегать следующих войн, как это произошло там, с той же Южной Кореей. Но почему точно корейский сценарий, если мы говорим об окончании войны, не совсем идентичный и не может быть применен? Во-первых, из банальных, исходя географических моментов. То есть протяженность границы между севером и югом, которая чуть больше 200 километров, и протяженность границы между Украиной и Россией, а тем более, я имею в виду линии боестолкновения, а тем более, если учитывать еще Белоруссию как фактор, это более 3000 километров, это предположить ДМЗ, демилитаризованную зону, пусть и 4 километра шириной, как на Корейском полуострове, фактически невозможно, потому что слишком большую армию нужно держать, чтобы удерживать эту границу. Вот армия Южной Кореи на сегодня составляет 540 тысяч человек, действующая армия, у них есть призыв, кстати, у них призывная армия, у них все служат, неважно, ты знаменитый корейский певец или ты там сын президента или депутата, все служат. Год или сколько? Сейчас они уменьшили, в зависимости от рода войск, 18-22 месяца, то есть 18 месяцев сухопутка и флот там 22 месяца. Но ключевая история, что еще и рельеф местности, то есть у них априори горный рельеф местности дает возможность с военной точки зрения гораздо эффективнее контролировать какую-то линию боестолкновения. Когда у нас нету гор, то у нас единственными реальными такими преградами являются реки. Мы видим это в ходе войны в Украине. И, соответственно, мы видим, что таких больших рек, которые бы разделили нас с оккупантом, фактически нету. И вот эти закидоны, мы там точно вот стоим там ту либо иную реку, а потом звучит Днепр, но это неприемлемо. Да? Поэтому мы понимаем, что гарантии должны быть другие, чем физическая сила и армии. В Южной Корее были американские войска, которые до сегодня остаются. То есть, и вовлеченность была просто на порядке выше, чем в принципе. Американцы потеряли в войне десятки тысяч человек, то есть более чем 40 тысяч человек, если я не ошибаюсь, и там более 100 тысяч было раненых. Принимало участие с американской стороны 450 тысяч человек. То есть армия Южной Кореи, США и других союзников, которых было всего 18, она составляла чуть более 1 миллиона человек. У северян, когда они стали проигрывать, подключился Китай. Как я шучу, небольшими группками по пару миллионов человек китайская народная армия подключилась, и перевес был в физической силе на стороне Китая. СССР принимала участие там, в небольшом сравнительном объеме, там чуть больше 20 тысяч человек, в основном в том числе там, офицеры, офицерский состав, авиации и прочее. Но я к чему это говорю? Что даже сейчас, в 2024 году, 2000, там есть больше, чем там 28 тысяч с половиной человек, американских солдат. И было, когда война закончилась, 320, потом было 6. Когда я работал в Корее, было чуть больше 50 тысяч, там оно колеблется, плюс-минус, там то выведут пару батальонов, то заведут. Но глобально они там присутствуют. И
нападение на Южную Корею — это автоматическая война с США. Более того, там посольство и американское чуть в другой стороне, но всех европейских стран, G7, НАТО, в том числе украинское, тогда находилась там буквально в сотнях метров от американской базы, которая априори была для северных корейцев целью номер один. И напомню нашим зрителям, что Сеул от Северной Кореи, от границы, от потенциальной точки запуска систем залпового огня, это 40 километров, центр Сеула. То есть я не говорю окраина, центр Сеула. То есть банальным смерчем или ураганом, то есть Сеул накрывается. И сейчас одна из проблем, которую решают корейцы, это разработка своего аналога системы ДОМ, железный купол, да, которая бы помогала перехватывать не только ракеты, но и помогала перехватывать ракеты РСЗО. Но еще важно, что на сегодня система ПВО Южной Кореи, наверное, самая плотная в мире, даже плотнее, чем у Тайваня. У них 40 с лишним батарей Патриотов и 70, по-моему, 8 систем аналога корейского Патриота. И надо еще, в чем еще их огромная фишка, которым нам учиться и учиться. То есть они сами делают у себя ракеты к Патриоту по лицензии, все, пожалуйста. Плюс они сделали свой аналог и не зависят. И сегодня на внешних рынках достаточно сильно конкурируют. И когда я говорю Патриот, это последние паки, то есть это последние версии, самые обновленные. Но при этом они оказались весьма слабые по отношению к банальным дронам. И вот в 2023 году залетело там пяток дронов, полетали над Сеулом северокорейских. Они там подняли большой шум, пытались их перехватывать. Банально потеряли один самолет в этом процессе. И все дроны улетели. Это были разведывательные дроны. И после этого, как говорится, все начали чесать репу о том, что нужно создавать серьезные дроновые войска. И здесь они не дают нам оружие. Но особенно напрямую и Made in Korea, но они очень интересуются всеми нашими наработками в контексте противодействия или использования собственных дронов. Вот, поэтому важно понимать, что отчасти сегодня мы все считаем Корею очень успешным примером. Да, там у каждого дома есть или там телевизор, телефон, кто-то пользуется Samsung или LG, кто-то ездит на корейской машине. Мы точно в нашем айфонах, кто на айфоне, у него тоже корейские долгое время были чипы. Они лидеры по полупроводникам в мире и другие отрасли, но банально государство после войны начинало не с нуля, а с огромного минуса. То есть в 1953 году, когда закончилась война, ВВП было на 44% меньше, чем в 1940 году, когда это еще была колония Японии. Вот. И этот скачок, который называется корейское чудо, он произошел, нет единого объяснения, почему это получилось. То есть кто-то говорит, это там изумительная роль Пак Чон Хи. Ну, отчасти да, но отчасти нет. Это совокупность факторов. С одной стороны, правильное планирование, которым у нас абсолютно не любят заниматься, и которые там говорят, какие планы, нам некогда заниматься стратегиями, нам даже тактические планы, там бы день простоять до ночи продержаться. С другой стороны, никто не хочет заниматься образовательным процессом кадровым. То есть ведь Корея, получив независимость в 1945 году, после того, как была разгромлена Япония, она тоже была без элиты. Более того, вся оставшаяся элита на тот момент это была Made in Japan, то есть это люди, которые получили образование в Японии. Пак Чон Хи, который стал автором корейского чуда, он был офицером японской армии на момент оккупации Японии и Кореи. С 1910 по 1945 год, когда да. она была аннексирована. Аннексирована, и он говорил прекрасно на японском языке и служил в японской армии. Но когда Корея стала независимой, его никто не расстрелял и не иллюстрировал, его призвали, его опыт понадобился, особенно в войне с Севером. Именно там он стал генералом и командующим дивизией. И долго терпел, он же не сразу пошел сносить власть, которая после войны с 53 по 61, пока он не сделал военный переворот, весьма сомнительно эффективно руководила Кореей, получая огромную, такую же, как и он, получал американскую помощь в таких же объемах. ВВП Кореи, чтобы вы понимали, на душу населения вот на момент переворота составлял, по-моему, что порядка $100. Меньше, 70 с копейками. Да, ну вот 70 с копейками долларов ВВП на душу населения. Вот сейчас, смотри, при этом сейчас Корея, вот просто для наших зрителей, чтобы сразу понимать. Во-первых, я помню, когда я приехал в Корею в 97-м первый раз, мы все говорили, нас 52 миллиона, украинцев, такой был мем.
Вот. Нас тогда действительно было чуть более 50 миллионов, а сейчас мы даже толком не знаем, сколько украинцев есть, потому что перепись не проводится, и плюс выехали миллионы. Но корейцев тогда было 45 миллионов, сейчас их почти 52 их, хотя было больше, сейчас пошло тоже на убыль из-за старения нации. Но они приросли, и они вошли в клуб очень немногих государств, в которых не маленьких государств, у которых сумасшедший ВВП на душу, там условного Сингапура, Монако или там Лихтенштейна, а больших государств, полноценной экономикой со всей линейкой производств, у которых 50 миллионов плюс населения и больше 30 тысяч на душу населения. Там, кажется, всего 10 таких стран в мире, там, или 11. И Корея сегодня, будучи там 13-й экономикой, если я не ошибаюсь, там у нее ВВП в номинальный ВВП под 1,8 триллиона. А если пересчитать по паритету, то это 3 триллиона ВВП. И тогда на душу будет там порядка 60 тысяч. То есть это чрезвычайно развитое государство, в том числе технологически. И этапы этого развития, они каждый связан с определенными историческими личностями, как в этой стране, так и складывающимися обстоятельствами. Потому что вот сразу, знаешь, когда я говорил сегодня этого человека уже нету в живых, с одним очень таким пожилым на тот уже момент корейцем, который рассказывал, он служил, понятно, в корейской армии во время войны, и потом много там занимал серьезные должности, он говорит, мы после 1953 года ожидали начала новой войны каждый раз, вот-вот. Постоянно были стычки на ДМЗ, были на море стычки. И просто так распорядилась жизнь, что кроме тех факторов, что мы сказали, там мощные вооруженные силы со временем стали, плюс при наличии американцев, но случилась война во Вьетнаме. Отвлекло ресурсы, и те же стороны только воевали на территории другой стороны. И корейцы, кстати, принимали участие во Вьетнаме. Более того, корейские корпорации строили для армии США там инфраструктуру, и на этом заработали огромные деньги. То есть не американские воркеры ехали в Таиланд дороги строить или во Вьетнам, а это делали южные корейцы. Но и при этом другие кризисы мировые, как в этом регионе, так и кубинский кризис и прочее, они отворачивали все время вот этот вот очередную возможную войну. Потому что если посмотреть, как через 10 лет после окончания войны, Северная Корея преобладала во всем. По ВВП на душу, по индустриализации. Союз накачивал деньгами. Они жили по 5-летними планами, все выполняли. И случись война, это был бы неизвестен финал этой ситуации. Но, слава богу, она и не произошла. А сегодня очевидно, что если убрать фактор ядерного оружия, то, безусловно, у южан подавляющее превосходство во всем. И в тренированности вооруженных сил, их количестве. 3 миллиона 100 человек, 300 это резервная армия. Это те, которые вот завтра стали, это почему они держат такие большие запасы вооружений. То есть завтра они готовы стать под ружье моментально. Это не история, как у нас там мобилизацию проводить. Это то, что Украине нужно будет иметь. После окончание боевых действий. Я не говорю за окончание войны, окончание боевых действий. То есть резервная армия, тренировка людей, всех пропускать, нету другого пути. Скажи, а насколько у них вообще сильна травма войны, да? Потому что, допустим, если посмотреть на идеологию Северной Кореи, там все этим пропитано, там основной базовый миф, как у русских про 9 мая, да? Вот у северокорейцев, насколько это, в Южной Корее, насколько это остается, или же они уже ушли в другую абсолютно логику, мифологию, скажем так, мифодизайн другого толка? Первое. Северная Корея это вообще аномалия, это страна-аномалия. Перед тем, как я отвечу на твой вопрос, сразу скажу и очень рекомендую. Реально крутую статью написал один режиссер на «Украинской правде», который бывал в Северной Корее. Он написал очень близко к тому, я общался с северными корейцами разными, которые перебежчики были и в юге, и на юге, и здесь, и северными корейцами здесь, когда они еще здесь имели представительство в начале 90-х. Это люди с абсолютно другой психикой, прям психикой другой.
И те, кто против нас воюет в Курской области, поверь, это еще другие, потому что большинство из них, те, которые за границу попадали как дипломаты, или тем более те, кто решились перебежать, они прошли эволюцию. Это чисто по Оруэллу, это те, которые пошли против системы, либо которым показывают в окошко, как выглядит настоящий мир. Те, кто против нас воюет в Курской области, они ничего не понимают про жизнь. То есть у них нету некоторых, они не знают, что может быть по-другому. Что люди могут летать, отдыхать на море на самолетах, и там можно ходить в магазины, что-то выбирать. И, ну, в общем, это как параллельная реальность. Поэтому, с одной стороны, это очень страшный враг, потому что когда ты планируешь какие-то действия, или там, это видно по допросам даже, которые там кусочки выкладывают. Не буду критиковать, как они проводятся, но, скажем так, считаю, что не совсем эффективно проводятся допросы против северных корейцев, явно не понимая их глубину и когда, их разницу с нами ментальной, в том числе с русскими. И когда, такой очень простой пример, тех, кто там из наших зрителей хотя бы знает корейский язык хоть чуть-чуть, он знает, что северные корейцы не называют свою страну Пукан, это как бы Северная Корея, да? А они ее называют Чосон. А большая разница, когда обращаются к ним, а вот вы хотите вернуться в Северную Корею, ну спрашивает переводчик, я слышу, что он спрашивает. И он называет его страну Пукан. Но это для корейца, для офицера, это все равно, чтобы Украину называли нашему офицеру, вы хотите в окраину, на окраину вернуться. То есть вот как-то так. То есть нужно, во-первых, понимать психологию людей, которых ты допрашиваешь. Теперь, что касается травмы. У элиты травмы этой нету, но есть понимание, почему они должны быть крайне осторожны и петлять, и в том числе в вопросе помощи Украины они именно это и делают. А вот у народа война почти забылась. Война, любая война давняя, там 70-летняя назад северная и корейская, корейская война, она не так запечатлена. Даже война в Ираке, начало ее войны, совсем по-другому оцифрована и присутствует в информпространстве. Я думаю, что война России против Украины это небывалый уровень цифровизации. И вот почему я скептичен, когда говорят, война, эти немцы с французами воевали, а через 20 лет сделали Европейский Союз. Даже меньше, чем даже через 20 лет. Через 6 или 7. Ну, союз угля и стали сначала сделали, предтечу европейскому, а потом Европейский Союз. Так еще раз, война шла вот здесь, а уже через 30 километров люди, или там 40, до конца ее не чувствовали. И более того, они там читали о ней в газетах, они жили в них, и не было ракетных систем, и никто не обстреливал города далеко. То есть война действительно была локальной, просто перемещалась по территории, хотя разрушения были большими. Но в любом случае это совершенно другой момент, возможность вовлечения всей страны и социума в ужасы войны, которые мы видим, как там драка с этим якутом, бурятом, этого нашего бойца, и все это переживают, как будто ты там виртуальная реальность. К чему я это говорю? Молодое поколение южных корейцев, оно забыло, какую цену их страна заплатила. То есть по разным оценкам от 2 до 3 миллионов жителей погибло. То есть это я говорю про гражданских. Там 80% инфраструктуры, все мосты. А Корея горная страна, там без мостов ты будешь ездить сутками с одной горы на другую, объезжать. Там железная дорога вся была уничтожена, энергетика, то есть у них в концу 50-х годов еще там 12 или 13% было электрификации территорий, просто банально не могли построить новую генерацию, протянуть эти линии, потому что это очень дорого и капиталоемко, поэтому, но они это забыли, они привыкли жить при мире. Вот сейчас, почему такой уровень подъема демократической партии, поддержки, которая делает импичмент президенту Юну, сделала уже импичмент. Потому что лидеры ее в основном это выходцы из студенческого общества 80-х, которые боролись против тоталитарного режима. И с одной стороны Пак Чон Хи, был автором корейского чуда и правильно расставлял приоритеты. Сначала там легкая промышленность, первая пятилетка, потом вторая пятилетка, тяжелая промышленность, потом там химическая и экспортоориентированность, и поддержка избранным секторам экономики. И это показывало большой эффект. Но закончил он как? Вот просто нашим зрителям опять давай напомню.
его убил руководитель службы разведки Кореи. Ну, разведка у них это как аналог там СБУ и разведки вместе, потому что они внутри работали. Это один из его соратников, он был командиром батальона в его дивизии, вместе с ним власть брал, но он его застрелил лично, его и начальника его охраны. Почему? Потому что в этот момент Пак Чун Хи танками пытался разогнать демонстрацию студентов. Следующий после него Чон Дух Ван сделал ровно так же. То есть опять студенты, опять там сотни погибших, тысячи раненых, подавление. И он там был какое-то количество лет президентов. Следующий РОДУ, опять же военные, опять то же самое. То есть с одной стороны можно идеализировать правление военных, потому что был экономический рост. Но при любом экономическом росте, особенно когда растет средний класс, либо ты должен держать всех в тоталитарности, как на севере, либо если ты все-таки растешь как капиталистическое общество, ты не можешь одновременно быть капиталистическим обществом и иметь полную тиранию. Ты должен балансировать. И были все эти протесты студентов. И вот сегодняшние лидеры Демпартии Кореи, в отличие от консерваторов, они выступают за межкорейский диалог, они выступают за ориентирование на экономические приоритеты страны, а не политические. Будучи абсолютно с точки зрения безопасности зависимой от ядерного зонтика США и союза стратегического с Японией, который корейцы на рабочем, ну, таком обычном уровне просто терпеть не могут. Это, знаешь, очень похоже на нашу модель отношений украинцев с поляками. То есть мы обречены быть партнерами и союзниками, но у нас вот все время вот эта нервная реакция. Там то блокируют границу, то волынская трагедия. И вот все время кто-то пытается играть на этих моментах, отрицая стратегическую необходимость партнерства. Так вот, у Кореи с Японией, Япония, которая, как ты сам сказал правильно, с 1910 по 1945 была колонизатором, а до этого сотни лет нападала, грабила территории королевских государств на территории Корейского полуострова, они по военной точке зрения должны быть партнерами и на одной стороне. А если посмотреть по экономике, то за время развития Корея первый партнер торговый был США, потом второй Япония. Там условно 30% торговля была США и там процентов 20 с Японией. Сегодня Япония меньше 5%, а США там 11, по-моему, или до 15. При этом Китай 25%. Страны АСЕАН еще 25. То есть Корея переориентировалась на свои рынки ближайшие, где она зашла, в том числе через инвестицию. То есть 30% экспорта Вьетнама делается на предприятиях, принадлежащих корейцам, построенным на территории Вьетнама. В том числе условные корейские Samsung или там какие-то вещи, они будут делать made in Vietnam. И поэтому корейцы, вот эта часть, большое общество, которое уже не помнит войну, не помнит всех ужасов, которое наслаждается таким ростом быстрым, а Корея росла в определенные годы по 11-12% в год, а экспорт рос по 35-40% в год, они хотят диалога, боже упаси, войны. И когда Юн, президент, которого сейчас арестовали, впервые, кстати, в истории Кореи, действующего президента, которого еще не закончилась процедура импичмента, арестовали. Со второй попытки, там, с мордобоем, не присущим Корее, но получилось. Так вот, когда он только заикнулся о возможности помощи Украине, и впервые, кстати, президент, который посетил Украину за 30 лет наших отношений, ну уже сейчас 34 года отношений, но вот он первый был здесь и сказал, да, про помощь, он не сказал военную четко, но начал допускать эту возможность. Сразу пошла риторика: смотрите, вы нас втягиваете в войну. И когда у нас некоторые аналитики, великие аналитики по Корее говорили, ну вот сейчас северные корейцы раз с российской стороны, сейчас включатся, южные будут с нашей стороны. Да ровно наоборот. Потому что очень хорошо в корейском обществе качается тезис: корейцы не должны убивать корейцев на территории третьей страны. То есть мы не будем участвовать, условно, для них это прокси-война. И с другой стороны, русские шикарно начали прокачивать тезис, когда мы говорим, вот, и даже я это делал, да, будучи в Корее, я объяснял, ну вот вы выжили как независимое государство благодаря международной помощи 70 лет назад. Вам мир помог, но сегодня вы должны, условно, payback, помогите нам, потому что на нас напало такое же тоталитарное государство, как на вас. И как бы корейцы с этим соглашаются, но начинают доставать вот эти пророссийские силы, которые есть, кстати, в Корее, их достаточно много, начинают доставать историю: так Украина же была часть СССР,
Так вы вообще чуть ли не воевали. И находят примеры, где этнические украинцы воевали в советской армии, в Красной армии. Соответственно, вы вообще воевали против нас. Чем мы вам сейчас должны помогать? Мы никому ничего не должны. И наоборот начинают поднимать вопрос экономических связей с Россией, как им это важно с точки зрения там, энергетической и прочей независимости. Задача квазисложная. С одной стороны, сейчас выстраивать партнерство, особенно помощь. Потому что Корея сегодня для нас, как Украины с точки зрения ВПК, это клондайк. То есть это страна, где сегодня самые большие запасы нетронутые, нам необходимых и систем артиллерийских, и самих снарядов, и могу продолжать линейку. И более того, это все в основном 95%, ну кроме авиации. Авиация это все-таки все еще F-15, 16 и F-35, но в остальном все это сделано в Корее. Хотя свои боевые самолеты у них уже появились. Уже есть, и у них стратегия. Т-50, по-моему. ФА-50, Да, F-50. ФА-50, ФА-50, и они их, кстати, будут поставлять и полякам. Это среднего уровня истребитель, но они разработали КФ-21, это 4++ генерации, это крутейший самолет, который уже там прошел все испытания, и они будут его ставить на вооружение, однозначно снимать и F-15, и F-16 все. То есть корейцы к этому приходили постепенно, даже на многой корейской технике, которая поставляется на экспорт, там вот знаменито у них К-9 называется, это самоходная артиллерия. Вот у нас есть их польская версия этой К-9, это крабы, системы краб. У нее шасси от корейцев, двигатели. Но если там глубже копнуть, оказывается двигатель Эллисон, там, вернее, коробка Эллисон, там двигатель еще не совсем корейский. А вот у себя уже они полностью делают уже на корейской коробке с корейским двигателем. И когда выходят на экспорт, они максимально стараются делать монозависимы эти страны от своих систем. Вот последние, то есть, и причем это абсолютно разное. Они и в Египет поставляют, и поставляют и в Эстонию поставляют. И та же Польша нам отдает свои крабы. Такой, знаете, такой польский Франкенштейн, мы очень благодарны, они нам помогают. Но это тут взяли от корейцев шасси, пушку взяли британскую, польскую электронику, и якось воно їде и стреляет. На себе они берут К-9. И когда они там столкнулись с тем, что американцы не могут выполнить контракт по Хаймерсам, они пришли к корейцам. У корейцев с поляками сейчас на 20 миллиардов дил по поставкам вооружения, в том числе и по самолетам, как мы сказали. И я считаю, ну это не только мое мнение, но мнение специалистов, что К-2, Черная Пантера, это сделанный Hyundai танк, он является сегодня одним из лучших танков. То есть вопрос в принципе в современной войне, насколько танки являются живучими и насколько будет перспективно этот вид вооружений. Но тем не менее, они это сделали сами. Они пересели с американского Абрамса. Они пересели, все судостроение, все построено у них. А более того, когда дальше, какой же был механизм роста? Вот знаешь, это правильное стратегирование. Разваленная страна, вот один пример, я просто лично, мне слава богу, жизнь так сложилась, довелось пообщаться с основателем ПОСКО, человеком, которого президент ПАК поручил построить Поханский металлургический комбинат, английская аббревиатура ПОСКО, да? Pohan Steel Corporation, Pohan Steel Company. Поханг это небольшой город на берегу, условный, там, не знаю, Черноморск, если у нас брать параллель, возле Пусана большого. Да. Когда ПАК решил, понимая уровень разрушений и количество металла, необходимого для страны, у него была дилемма. Либо его импортировать, тратить валютной выручки, которой и так не хватало. Потому что до 1997 года при сумасшедшем экспорте Корея оставалась в негативном балансе торговом. И только с 1997 года перешла в позитивный баланс. И сегодня там, по прошлому году у них плюс 51,5 миллиарда долларов торговый баланс. Но ему нужен был металл. И денег не было, и он пришел к американцам, в том числе, которые давали до 10% ВВП в специальный фонд, но он обязан был с ними согласовывать, куда он их тратит. Мне сказали, не, вам не нужен металлургический завод. И МВФ с Мировым банком в этот момент решили, кстати, финансировать металлургический завод в Бразилии. А корейцам сказали, не, вы покупайте со стороны, не надо. Он собрал силы в кулак, нашел другой кредитный ресурс, внутреннее перераспределение и договорился с японцами. Кстати, исторически после годов оккупации в 1965 году подписал примирение с ними.
восстановление дипотношений, получил 300 миллионов долларов на тот момент, в 1965 году, как репарации, 200 как льготный кредит там надолго, плюс технологию не подстила. И фактически на японской технологии, достаточно передовой для того времени, и за японские деньги построил этот комбинат. И в отличие от того, который построили на деньги МВФ и Мирового банка в Бразилии, а причем начали строить в 69-м, закончили, по-моему, в 72-м, и одинаковой мощности строили. Так вот, через уже 10 лет корейский умножил свою мощность там в 3,5 раза, а сегодня является 4-й в мире сталелитейной компанией. Бразильский показал гораздо хуже скромнее результаты. Но я это к чему говорю? Было понимание, мы островное фактически государство, на севере враг, а все остальное море, нам нужен свой флот. Значит, мы должны строить флот. Строить флот нужно много металла, нужно строить мосты. Значит, ориентация. И напоминаю, ты-то знаешь точно, но напомню нашим зрителям, что ни железной руды, ни коксирующегося угля в Корее ровно ноль. Ноль. Все было привозное в основном из Австралии. И вопрос, когда нам говорят о том, что вот у нас там, то был у нас дорогой газ, то еще что-то у нас не хватает. Всегда привожу пример Кореи. Корея вот сейчас потребление 33 миллиарда кубов газа по году. У них газа добывается меньше 300 миллионов кубов. 32,5 привозного. Откуда везут? В основном с Ближнего Востока, причем даже не с США. Ну сейчас из США, но в основном Ближний Восток. Почему? Потому что понимают, что там газ, опять же, стратегическое видение ни на год, ни на 2, ни даже не на 5. Они пришли и сказали, давайте мы вам проинвестируем вашу добычу газа, и корейский Когаз является миноритарным акционером в Катаре, в Омангазе. А еще мы построим LNG-танкеры. И они стали первыми, и сегодня 90% танкерного флота LNG, весь вот американский газ, который плывет в Европу, он едет сделанными в Корее танкерами. И себя обеспечили, и заняли эту нишу. И это, опять же, просто про стратегирование. Так вот, Пак Тэ Джун, основатель ПОСКа, которому поручил Пак Чун Хи его строить, у меня была возможность лично с ним общаться. И он рассказывал, какая сумасшедшая была ответственность и желание не подвести. То есть вообще вот все вот эти основатели чеболей корейских, и Samsung, и Hyundai, и LG, и POSCO. POSCO изначально был государственный, потом его приватизировали. И сегодня это очень доходная публичная компания. Кстати, единственная из больших групп, которая представлена в Украине активами. То есть и владеет в Николае зерновым терминалом, потому что выкупила часть ДЭУ в свое время, которая заходила в Украину и там занималась в том числе зерноторговлей. Так вот, каждый из основателей этих чеболей, у него была не только огромная поддержка государства, государственное плечо, был вопрос, когда государство там фактически списало за счет присадки финансового рынка, спасло индустрию, потому что обложились те все кредитами, и финансисты начали душить индустрию так, что начался экономический спад. Просто где-то списали долги, где-то сделали принудительную рассрочку. Но каждый из авторов чеболей, основателей, он был достаточно успешным, ну, назовем, во время первого президента Ли Сымана, там, микроолигархом, минигархом, назовем их так, я их так называю, минигархом. Но каждый был вызван с приходом военных к власти, и был очень простой диалог. Ты способен работать не на себя, а на сначала государство, потом на себя. Если способен, мы тебе поможем. Если ты будешь заплывать за буйки, ну, уволь. Если не способен, вали со страны. Кто-то выбрал валить со страны, не все, правда, доехали до своего места назначения. Те, кто остались, вот буквально разговор, если почитать историю создания Hyundai, это вообще потрясающе. Когда там человек, который закладывал сегодня Hyundai, напомним опять же, но первое, второе, третье судостроители мировые, это 3 корейских компании. Там Hyundai, сейчас Hanwha, второе, бывший Daewoo, опять же выкупили часть Daewoo Group, и третий Samsung. Они, когда выстраивали этот бизнес, то первый корабль, сделанный в Корее, хюндаевский, на версии Hyundai, в городе Ульсан, который 50 километров от Паханга, рядом с металлургией сразу расположили судостроение, чтобы все было логично и удобно. И автомобилестроители и автомобильное строение тоже, да. Так вот, был сделан в Греции фактически. Он был куплен
корейцами компании Hyundai в Греции почти готовый на греческих стапелях. А второй недострой взяли и привезли с Греции на верфи, которые греки же планировали в Южной Корее. И он там, и причем глава корпорации, который, когда ему поручал ПАК заниматься, он говорит, да я же не судостроитель, я не понимаю. Он говорит, ну ты же занимаешься рыболовецким бизнесом, ну давай по-нашему, ты же его крышуешь, это же твой бизнес, у тебя есть корабли, значит ты должен в них разбираться. Я тебе доверяю, ты показал лидерство, вот давай занимайся. И вот так зародилась судостроительная часть группы Hyundai. Я эти примеры говорю просто по одной простой причине, что важно понимать, что у лидера государства на тот момент ПАКа, который не был экономистом, он был генералом и стратегом, у него хватило ума опираться на правильных стратегов и экономистов, которые, единственное, наверное, достижение эпохи Ли Сэмана, это первого президента Кореи после 1945 года, это было то, что достаточное количество людей обучили. И обучили не в разрушенной Южной Корее, а в основном в США. Кто-то там с японским был образованием, но в основном в США огромное количество инженеров. С университетом Миннесоты был подписан такой проект, он назывался Minnesota Project, да, где отправляли на обучение инженеров с обязательством вернуться. И очень многие вернулись. И финансовую систему бюджетирования, которая на тот момент была очень инновационная и отличалась от японской, вообще азиатских, первые в том регионе подхватила Корея. И это показало большую эффективность. Ну и плюс структура правительства. Это то, о чем я постоянно люблю говорить коллегам в правительстве. Пока у нас Министерство финансов будет главным и будет про то, как налоговые отнять и таможни поделить, а Минэкономики будет ходить как бедный родственник, за все отвечать, все сводить, и пусть и при статусе первого вице-премьера, но при этом стратегирование у нас лежит в дальней тумбочке, и на него всегда нету денег, так у нас и будет. Скорее в структуре правительства, во-первых, Министерство экономики и финансов всегда это одно министерство, во-вторых, у них есть отдельное министерство, которое называется стратегии и планирование. И бюджетный департамент с Минфина сразу тогда в 60-м году, на 61-м Пак Чон Хи перевел в это министерство. И бюджетированием занимались те, кто занимается стратегией. Это очень не нравилось, там была куча выступлений и саботажа, но это показало свою эффективность. И сегодня, когда сейчас ВО президента, уже ИО, то есть первый был у нас ИО президента Юна, это премьер-министр, его опять отправили в отставку. Вот ВО президента Кореи сейчас это вице-премьер как раз по стратегии. То есть это показывает роль и понимание роли стратегирования этих пятилетних планов, которые произошли после прихода к власти Пак Чон Хи и его команды. Угу. Друзья, полайкайте эфир, мне кажется, он чрезвычайно интересный и полезный, потому что кучу мифов всяких развенчивает. Я вот хотел спросить еще об одном моменте, собственно говоря, об отношениях с американцами вот в период, когда они запустили такую большую модернизацию, потому что у нас очень много вот такой вот наивной, как мне кажется, наивных таких взглядов, что вот надо взять под козырек, что вот если бы американцам дадим как бы там использовать наше сырье, то американцы там вот они в едином порыве начнут там за нас вписываться там, и все будет у нас хорошо. Насколько я знаю, у корейцев были очень простые отношения с американцами, несмотря на то, что американцы давали им и деньги вот в этот как бы для того, чтобы покрывать там недостачу и в такой своеобразный стабилизационный фонд. И находились их базы. Но тем не менее они бодались, корейцы с ними бодались, например, в вопросе ВПК того же самого, то есть американцы, например, не хотели им давать там современное оружие, это была ситуация 70-е годы. Как раз вот в контексте Вьетнамской войны корейцы посмотрели там и решили, что неплохо было бы новые образцы вооружения получить. Американцы сказали, нифига, ребята, берите там какие-то старые танки, что-то такое. И они начали, поняли, что необходимо, в общем-то, создавать свой ВПК. К моменту, когда они поняли, у них, слава богу, уже был запас тяжелой индустрии, которую они создавали под другие задачи, которую они просто, скажем так, нагрузили большие уже на тот момент достаточно большие корпорации тем, что вы теперь еще и будете заниматься оборонкой. И тот же Hyundai, который кроме судостроения и поездов будете еще делать танки. То же самое Hanwha группа, Daewoo, Samsung, все они имели свои, и LG имели свои военные подразделения. Отношения с США. Во-первых, смотри, я весьма условный либерал.
Я достаточно либерален в контексте экономических свобод, но я против тезиса «рынок все выровняет». Это утопия, доказанная множеством стран, и в том числе, к сожалению, Украина и разными лидерами разных экономических школ здесь, тут, да, и министрами бывшими. Уже понятно, что самый эффективный и быстрый рост был там, где было правильное сочетание, с одной стороны, рыночных процессов, с другой стороны, стимулирующей роли государства. Первый президент, я не зря о нем сказал, аристократ с потрясающим образованием, с американским, президент Ли Сыман, такой же тоталитарный, как и на севере был Ким Ир Сен. Просто по-другому, под американским флагом и под очень либеральными экономическими нормами. Значит, по факту ноль планирования, такой же уровень американской помощи, как и потом после него был Пак Чон Хи. Такой же. Местами доходил до 10% ВВП. Мы должны понимать, что и по бюджету, по покрытию бюджета, вот он был сопоставим к тем, что сейчас имеет Украина, там больше половины бюджета покрывалось. Но было неэффективно, абсолютно коррупционно, то есть не было своей системы. Я считаю, у периода Ли Сымана 1 плюс и 3 очевидных минуса. Плюс это вот то, что я сказал, образование за рубежом, и действительно за этот период его правления, он на минуточку с 45-го года, 48-го президент, по 60-й, пока его через революцию не отстранили от власти. Ну, есть, причем не ПАК, а сначала демократы, которые не удержали власть. Вот. Получается, он такой период, а роста-то ведь не было. А помощь американцев была, и присутствие солдат было. А в чем же проблема? Первое, не было стратегии самодостаточности, тоже даже попытки самодостаточности. Была абсолютно аграрная система выстроена, система экономики, которая осталась после японцев, которые вообще не развивали индустрию и использовали Корею как сырьевой придаток, в первую очередь аграрный. То есть и после войны Корея вышла, это после японской оккупации, с тремя белыми отраслями, как их называли. Это мука, рис и хлопок. Причем в случае хлопка его даже там не выращивали, его привозили на переработку. Так вот, попытка сделать стратегией страны только импортозамещение привела, это была эпоха Ли Сымана, привела к тому, что пошел колоссальный перекос, продолжалась страна оставаться аграрной, очень маленький доход на душу, и при этом перекос на потребительские товары, то есть все потребительское заезжало. Более того, что они умудрились сделать? Они сделали перечень разрешенных к импорту товаров, не запрещенных, только там 3, 5, 10, ты не завозишь протекционист, а абсолютный протекционист, ты можешь завозить только там раз, два, три, 4, 5, а 6 это уже иди в правительство. Ну, соответственно, уровень коррупции колоссальный был. Там между семьями поделили забранные у японцев земли и банки, тоже коррупционный способ. Ну и вот так жили, такое олигархическое, не очень удачное государство. Американцы присутствовали, охраняли, служили там. В какой момент начало меняться? Когда пришедший к власти ПАК сказал, ну, у нас будут другие планы. Причем, когда он пришел к власти, ведь американцы примораживали даже помощь, потому что, ну, военный переворот, давать, не давать. Это был период Кеннеди, тем более в США. Но, тем не менее, они посмотрели, что военные сохранили специалистов на ключевых должностях среднего уровня. Не просто задекларировали, начали серьезную борьбу с коррупцией. И что они сохранили свой ориентир на США как на главного партнера. И они обсуждали. То есть был создан вот Минстратегом ихним, как я уже сказал, в министерстве, и с командованием США был создан специальный фонд, в который входила фактически неформальная группа, в которой 4 человека входило. 2 на уровне министра и там, руководителя американской стороны, и 2 человека, которые один руководитель департамента с Кореи и еще один американец. И только проговорив с ним, предварительно проговорив какие-то стратегические планы, эти согласованные планы на распределение использование американской помощи, они неслись в парламент и говорили, смотрите, вы утверждаете бюджет, вот на эту часть бюджета мы согласовали вот так, вы не можете туда влазить. Но была задача вот этой вот мегапрофессиональной группы доказать американцам, что это важнее и лучше. И вот американцы, которые получили шишки на период Ли Сымана, который был ни о чем, а деньги тратились, и это уже начинало не нравиться сильно в Вашингтоне, они пошли на то, что начали слышать корейцев. А аргументы, всегда должны быть аргументы. Когда
Там, в 97 году разразился кризис азиатский, и Корея от него сильно тоже страдала. Она собрала очень много у своих союзников и друзей, партнеров денег. Но в отличие от других, МВФ, как обычно, пришел со своими прекрасными требованиями. Ограничить, обрезать, планы развития, все порезать. Корейцы вынуждены были взять деньги, у МВФ в том числе. Но это были самые для них токсичные деньги, назовем это так. И они досрочно их погасили и сказали, больше МВФ у нас не будет. Есть очень хороший корейский фильм об этом. «Дефолт» называется. Да, крутой. Крутой фильм. И это опять же про роль Банка Кореи. Там показано, как Банк Кореи сражался с Минфином. И это на исторических, ну там, понятно, с художественным вымыслом, но на исторических событиях сделано. Банк Кореи, в отличие от нашего Нацбанка, который есть чего изволить, международные кредиторы, он отстаивал экономику и объяснял, почему это невыгодно, почему это будет огромный спад, торможение и все. А Минфин, кстати, который на тот момент уходящего президента Ким Йон Сама, последнего из консерваторов, после вот этой плеяды всех генералов, он все-таки пошел на поводу МВФ. Но потом это было пересмотрено, и вынуждено было международное сообщество, и в том числе МВФ, с этим согласиться. Но еще очень вот это, знаешь, пример, который часто приводят про Корею, это уровень доверия своего народа своим руководителям. Почему с них так жестко спрашивают президентов и сажают через одного, ну практически всех. Кого не убивают, того сажают, пока один не сидящий. Не сидевший, да. Это Мун, который был до Юна. Ну и то, дело по нему-то есть. Вот так жестко спрашивают, но и доверяют. И когда в 97 году случился кризис, то правительство призвало граждан поддержать. Да, набрало миллиарды у внешних кредиторов, но граждане сдавали золото в буквальном смысле слова на вес, свое там кольца, браслеты и цепи, и государство потом им это все выплатило. Но люди показывали солидарность, они поддерживали, они сами кредитовали. То есть не обесценивающейся воной, да? Потому что я когда попал в Корею в 97-м, там была вона доллар был по 780-750 вон за доллар. А уже через несколько месяцев он стал 100%. В разгар кризиса попал как раз. Да, это я первый раз, когда поехал на летнюю стажировку учить корейский язык туда, в 97 году. И это вот был как раз эпоха перелома. И Ким Дэ Джуну досталось первому демократическому президенту. Почему вот сейчас снова такой ренессанс демократов? Досталась с одной стороны страна в экономическом кризисе, который охватил всю Азию. С другой стороны, он сделал небывалые вещи в плане диалога с Севером. Тогда еще был, слава богу, отец этого, кто был явно мягче, чем Ким Ир Сен и точно, чем его сынок, сегодняшний Ким. Он с ним сделал диалог. И начался то, что он начал реализовывать, то, что называлось Sunshine Policy, да, там, политика солнечного света. И это начало показывать, что диалог между Кореями возможен. Были инвестиции со стороны юга на север, был обмен семьями, там, которые были разделены, начали встречаться, туристы поехали. И это создал, и в этот же период пошло переориентирование на торговлю, на Китай, на тот же инвестиции сюда, на Азию. И поэтому вот этот ренессанс, и после него еще один был президент-демократ, Ро Му Хён, который потом спрыгнул с скалы из-за обвинений в коррупции, не дожидаясь, это у них такая любимая тема у корейцев, кончать с собой, дабы не терпеть этот позор. Просто харакири не делают, как японцы, по-разному. Кто вешается, кто прыгает с мостов, со скал. Вот, и там лидеры корпораций это делали. Там, в небоскребов там выпрыгнул Hyundai руководитель. Но тем не менее, они показали, что тут типа может быть диалог. Сейчас очень много поменялось и в мире, и на полуострове. Но вот желание избежать войны и излишняя жесткость Юна, который не любит прессы, не любит никому ничего объяснять, он бывший прокурор. Вот она привела к тому, что он начал действовать так, как он начал действовать, допустил однозначно ошибку, ну и общество это не приняло. И поэтому с американцами у корейцев удавалось говорить. Они делали тоже ошибки, и их достаточно много. Но нет идеального рецепта, как я сказал. Но в то же время американцы всегда готовы были слышать, если под какие-то предложения были
не просто идеи, а давайте вы нам дадите, а мы как-то потратим. А вот мы будем на это тратить, это даст такой-то экономический эффект, и они практически всегда договаривались. И что касается военных технологий, ну да, со середины 70-х, 80-х это стало акцентом. После эпохи дешевого труда и легкой промышленности, после первой витков индустриализации и химии, они пошли в хай-тек. Ну, то есть сегодня интересно, вот я там читал лекцию по поводу Кореи недавно одной группе таких серьезных людей. И я собрал интересные факты в конце лекции. Ну, помимо того, что они развили культуру, сегодня куча подростков, там кей-поп, там вся. Я когда начал Корею, все, какой язык ты учишь? В 95-м году ты учишь корейский язык, ну, с ума сойти, да? Это была первая группа в Украине, это одна из первых. Вот. Сейчас всем это интересно. Дети просто так начинают учить корейский, потому что им нравятся там эти музыка, фильмы, экспорт продукции кей-поп и их фильмов превысил 6 миллиардов. Доходы от экспорта этой продукции. Доходы от первая страна, которая сделала 5G. Доходы от экспорта корейской косметики, K-beauty, да, то, что они называют, превысило 10 миллиардов в прошлом году. Офигеть. То есть 10 миллиардов экспорта, больше того. Больше половины нашего аграрного экспорта перед широкомасштабкой. У нас он был где-то по 20 миллиардов. Да, 20 миллиардов. Да. Ну вот смотри, история интересная, я тоже рассказывал этим ребятам, студентам, ну, условным студентам. В 2002 году я там юный дипломат, нас привозят в пустырь между горами и говорят, там посадили, всем выдали такие красивые кепочки и банки в пустом месте, дороги построены, на пустыре стоят стульчики, сцена стоит, выходит губернатор провинции, там какой-то министр, нам всем выдали такие баночки, в них мотыльки. Мы сидим, ну, думаем, ну, какой-то сюр, правда, да? Говорят, все, здесь будет корейское биологическое чудо. Здесь вот будет BioValley, мы здесь создадим нашу биоиндустрию. Все, там тра-та-та, гимн, фанфары. Открывайте, выпускайте бабочек. Выпустили мы эти бабочки. У меня до сих пор есть фото с этого, такое с удивленным лицом. Я говорю, ну эти корейцы странные максимально. Так что ты хочешь через 20, получается 2 года прошло, за эти 22 года с нуля они сделали эту биотехнологию, что британские, французские, швейцарские косметологические фирмы заказывают свои средства в Корее, потому что они построили эту отрасль, они дали ей преференции, они дали ей на исследования, они создали всю инфраструктуру. И сегодня это экспортная, с нуля экспортная позиция на 10 ярдов. Угу. Кимчи. Вот кто знает, корейскую кухню любит, кимчи. В прошлом году на 186 миллионов продали кимчи на экспорт. В том числе и в Украину, но в основном там Японию по региону и там в США. Но тем не менее, то есть они умеют коммерциализировать, на первый взгляд, смотреть в будущее. И еще один очень такой потрясающий пример. У них всегда есть вот это Министерство науки и технологий, и в одном из правительств они его переименовали, как раз это был год 16-17, во время президентства Пак Кын Хэ, это дочки Пак Чун Хи, автора их чуда, которую они закрыли потом за коррупцию, как по корейским меркам, по нашим это такое себе, шалости, закрыли на 24 года. Так вот, было Министерство науки, технологий и планирования будущего. Я помню, у нас встреча, мы, значит, с делегацией приезжаем в этом министерстве, и сидит там замминистра, и мы начинаем с ним говорить, он говорит, смотрите, я про будущее, я замминистра про будущее. Мы говорим, это как? Что такое замминистра про будущее? Говорит, ну вот я не занимаюсь, это у нас есть замы другие, которые занимаются космосом, там, поддержкой науки, там, полупроводники. Я за другие отрасли отвечаю, которые мы считаем, что будут. Я говорю, а какие, например? И он мне объясняет. Это нанотехнологии, биотехнологии, робототехника и типа штучный интеллект и прочее. Это 2016-2017 год. Говорит, это вот моя зона ответственности, мы туда вкладываем, мы поддерживаем НИКОР, вот, и вот там мы считаем будет GDP. Мы уже не должны поддерживать судостроение, оно и так развитое, оно номер 1 в мире. Или автомобилестроение, номер там 2-3 в мире. Окей, они справятся. Здесь и сейчас. Угу. И та же самая история, вот, знаешь, у нас все любят при президенте создавать какие-то советы. Это вот совет при президенте у нас создали, считают, проблему решили.
как он работает, сколько раз собирается и насколько его решения кому-то нужны, это 35-й вопрос. В Корее научный совет при президенте. Входит 1200 человек. Офигеть. 1200, которые собираются, там лидеры технологических гигантов, но не SEO, а именно их CTO, то есть технические главные люди, лидеры технических университетов, визионеры, футуристы. И они определяют 120 стратегических технологий, которые нужны Корее, которые нужно поддерживать. А из них, из этих 120, выбирают 4, которые называют критически важными. И именно их определяют, что государство дает львиную долю поддержки. Но на данный момент некоторые из этих технологий это беспилотные автомобили без водителя. Это новые типы батарей для автомобилей, ну для всех типов батарей, не только для автомобилей, но и для другой техники. Это экраны, новые типы экранов. И еще и связано с IT, то есть со штучным интеллектом и с интеграцией. То есть вот они определили, вот туда они дают деньги. У нас куда дают деньги? Сегодня в лампочки, давайте будем лампочки. Завтра раздавать телефоны. Там у Петра Алексеевича была своя там стратегия, ну или там какие-то приоритеты. Вот шарахание, вот это, и то, что это происходит от политиков, то есть политики это придумывают, это крайне неправильно. То есть в данной ситуации Пак Чон Хи ничего не придумывал. Ему приносили план, он смотрел и говорил, да, окей. Сюда едем, сюда поедем чуть позже. Но он полагался на экспертизу людей. То же самое там, пока занимались политическими вот этими, вот даже сейчас война в Корее, не война, а экономическая ситуация и политическая ситуация, они как в параллельных мирах. Да, есть эффект на финансовую, в первую очередь, систему, но Юна уже там с декабря шатают, его арестовали. Но как производство работали, так и работают. Никто не остановился, контракты выполняются, никто не отменяет контракта, заключаются новые международные контракты. Опять же, по биотехнологиям, по экспорту. Корейцы там начинают строить суда для американского военно-морского флота. А там есть в политике турбулентность. Поэтому, вот, наверное, этой модели важно добиться. Плюс сумасшедший уровень развития демократии. Ну, 60 плюс, когда у тебя процентов населения средний класс, настоящий. Не который, как у нас, считает, что он средний класс в силу образования, либо там социальных позиций в обществе. А тот, кто по доходам является средним классом, его нельзя купить ни за гречку, и дальше уже общество управляет властью и готово с нее спросить. А в Северной Корее ровно наоборот. Ну, из того, что ты говоришь, вообще очень интересная картина вырисовывается, потому что у нас есть такое представление про Азию, что вот Азия, она такая вот как бы не гибкая, не, ну, вот какая-то тяготеющая к каким-то линейным решениям, как бы там, да. А из того, что ты говоришь, получается, что как раз нифига, то есть они гибкие, креативные, они способны выходить за рамки каких-то устоявшихся стереотипов. Более того, я думаю, что наши зрители в массе своей не знают, что, например, ну все говорят там про конфуцианские вот эти все традиции, как бы, они есть. Да, они есть, но они сыграли огромную роль. Вот да, поверь. но по ходу Южная Корея, допустим, она имеет одну из самых крупных христианских общин в Азии. Да. Как бы. Смотри, Прошла это христианизация за эти годы, прошла христианизация за десятилетия, прошла христианизация Южной Кореи. Смотри, а это вот очень про адаптивность корейцев. То есть вообще Корея одна из самых инновационных наций в мире. То есть по количеству патентирования, по внедрению инноваций, они лидеры по расходу домохозяйств на образование детей, они на первом месте далеко впереди, там следующие потом японцы, все. И в доле ВВП на образование. Но если возвращаться к конфуцианству, Корея смогла объединить подходы христианства, они легли на глубокую многовековую конфуцианскую модель. Ведь конфуцианство, это, знаешь, какая-то лучшая версия коммунизма. То есть в коммунизме только у тебя все отбирали, а потом все вокруг колхозное, все вокруг мое. А там другие, но очень похожие нормы продвигали. О том, что нужно почитать старших, нужно ценить коллективные достижения, коллективный труд и ставить интересы общества выше своих личных интересов.
И вот эти, ну и ряд других вещей, которые очень сопоставимы с библейскими часто ценностями, да, они были основой к возможному спокойному передаче власти, к каким-то уважительным процессам, процедурам в обществе. И когда туда пришло христианство, вот сегодня по структуре населения там где-то половина себя идентифицирует как неверующие вообще, вне религии. Там порядка 25-30, до 30-26% там христиане, в основном протестанты, остальные там 20, тоже чуть меньше 20% буддисты. Но что интересно, я тоже попадал в такую ситуацию, когда там умер один человек, я приехал, будучи дипломатом, на похорон к нему, и там я прихожу, а я ехал, спрашиваю, я только первую там, или вторую неделю в посольстве работал. Я спрашиваю, какая там традиция впервые на похоронах корейских, потом так, к сожалению, доводилось бывать. Мне говорят, ну там приходишь, там, ну все как обычно, как там у нас, там христиане, все. Я прихожу, а тут попадаю на буддийскую церемонию. Там все в белом, там абсолютно все не так. И я говорю, как? Потом начинаю узнать, говорят, да у нас большинство живет там христиан, все, а когда хоронят, все вот эти вот народные традиции, которые лежат как у нас языческие. Как у нас часто какие-то языческие моменты, они проявляются. Но ты понимаешь, Корея с одной стороны демонстрировала гибкость, с другой стороны в фундаментальных вещах она опиралась на вот эту основу. И очень показательно, ведь много одновременно стартовало государств. Более того, там Филиппины, Таиланд на каких-то моментах считались более прогрессивными в финансовой системе, в эффективности. Но по итогу, Индонезия, но по итогу они не достигли приблизительно то, чего достигла Корея. Потому что одна из очень важных, кстати, которых мы вообще не затронули реформ, которая была правильно проведена, это реформа, земельная реформа. То есть, когда у японцев забрали все землевладения, их не отдали местным олигархам, и они не стали владеть там, на 3-5 семей всей землей в Корее. Нет. В основном было там до 70% рабочей силы было задействовано в сельском хозяйстве. Это генерило где-то 45-50% ВВП на тот момент Кореи в 40-х, 50-х годах. И вся земля была поделена, между них плодородной земли чуть больше, там, около 1,5 миллиона гектаров. Это ни о чем по сравнению с украинскими реалиями. Да? И это вся еще земля такая, на склонах, и она сложная. Ее поделили, самые большие там участки были там до 3 гектаров. А так ее поделили между небольшими фермерами. И вот эти вот фермеры, которые работали раньше на японцев, они получили возможность работать на своей земле, и им дали финресурс, то есть прокредитоваться. Более того, финансовая и банковская система Кореи, это тоже отдельная тема, сейчас скажу после аграрки, они были способны прокредитоваться, и они начали сами производить. И мелкофермерское хозяйство, и точное земледелие — это одна из фишек. То есть Корея сегодня там, ну, они даже у нас, вот корейцы, которые были депортированы, они еще не умели делать танки и самолеты, но они точно умели хорошо делать, выращивать не только лук, а любые овощи, вообще работать в сельском хозяйстве. И те корейцы, которые, диаспора большая, которая попала к нам после депортации, сначала на далекий Дальний Восток, там Сахалин, потом в Среднюю Азию, потом приехала в Украину, они работают в том числе в этом точном земледелии. Так вот, и тут они добились очень хороших результатов. И переход и структура трудовых ресурсов, как они постепенно из села переезжали в города, это тоже проходило разумно. То есть многие ведь государства, развиваясь экстенсивно, они просто за счет увеличения количества ресурсов, там, либо человеческий дешевый капитал, либо нефти больше добывают, а интенсивный способ — это более эффективный способ использования ресурсов. Так вот, корейцы, переместив эти ресурсы, человеческие в первую очередь, из села на легкую промышленность в города, они дальше стали их использовать более эффективно. Потом с легкой промышленности ее оставили другим странам, Таиланду, Камбодже там, и Филиппинам, а начали использовать в индустрии. То есть это объединение, с одной стороны, инноваций привнесенных, потом начали разрабатывать сами. Сначала экстенсивного способа развития, перешли на интенсивный. И опять же, роль государства. Я упомянул уже о банковской системе. То есть в Корее при экономике почти в 2 триллиона долларов ВВП, у них всего 20 банков, 2 из которых было создано пару лет назад, это виртуальные, как у нас там Монобанк условно. А так 18 банков, из которых там
60% рынка сосредоточено у 4 частных банков. 4. С общими активами там на 1,5 триллиона. Мгм. И там 5 государственных. Четко, один экспортный, другой индустриальный. И в том числе вот этот аграрный, который я сказал. Вот у него там капитала порядка 300 миллиардов, у этого банка активов на 300 миллиардов. Он был сформирован. 1,5 ВВП Украины в лучшие как бы Да. воды. В одном банке он называется Non-Hub, да, NH, финансовая группа NH. Это, кстати, тоже я студентам рассказывал. Очень интересно, я думаю, так для параллели с Украиной, и думаю, что мы уже утомили наших Не утомили, зрителей. абсолютно не утомили, Но- смотрят. Вот смотри, про этот NH. Кроме того, что это банки, финансовая группа, они еще очень крепко поддерживали этих фермеров. А что фермер производит? Ну там кто-то редиску, лук, там помидоры, огурцы и яблоки. Им нужно это продавать. Чтобы сделать максимально их доходными, сделали систему оптовых сельхозрынков. Вот наши зрители, кто из Киева, были, наверное, на рынке столичный, кто там за границей, наверное, были на больших своих, там, где есть эти системы. Они есть во Франции, они далеко не во всех странах есть, но в Корее они есть. Так вот, украинский закон о рынках, оптовых сельхозрынках, это перевод корейского закона, чтобы ты понимал. И мы здесь, когда строили рынок столичный в Украине, надеялись повторить опыт корейцев. Почему я говорю об этом рынке? Что он тоже принадлежит вот этой же группе, которой принадлежит этот банк. Оборот, я не знаю, сколько он сейчас, надо поинтересоваться в 24-м, там, 20-х годах. В 2008-2009 году оборот этого рынка годовой был 10 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, 10 миллиардов долларов. Это рынок, на который фермера привозят мелкооптовые партии. И там же происходит в виде биржевых торгов, торговля этими партиями. И условный ты собственник ресторана или ты директор коммунальной школы или больницы. Ты не ищешь подрядчика, который тебе сделает морковку с 3 гривен по 5. А ты едешь на оптовый сельхозрынок. И с утра в 5-6 утра проходят онлайн-торги. Ну, сначала поднимали таблички, сейчас уже диджитал все. И ты покупаешь партию, тонну картошки, там 200 ящиков яблок. И все это оптимально. То есть фермер получает, и нет вот этого посредника. Получает этот рынок свой процент за то, что он сделал эту площадку. Мгм. И это это сеть этих рынков по всей Корее. Она То есть они показала- держат мелких и средних собственников, они таким образом позволяют им Конечно. наплывать. Они таким образом им позволяют больше зарабатывать, потому что в чем проблема многих наших аграриев? Ты там выращиваешь, у тебя свои 50, 100 или даже 1000 гектаров. К тебе приходит завтра интернационал какой-то или крупный украинский аграрий, аграрная корпорация, говорит, слушай, ну, тебе куда-то везти, элеватора у тебя нету. А слово, когда у нас там ударили все в клубнику, а потом где дальше тебе приходит сеть, говорит, хочешь продавать, ну ты давай, мы продадим, тебе потом когда-то отдадим и отжимаем. И там доходность уменьшает. А когда это оптовый сельхозрынок, не как у нас, который у нас просто хороший, только большой базар. Я не буду, я знаю, какой оборот нашего рынка столичный, но это в десятки раз в гривне меньше, чем там в долларах. Но у нас просто торгуют местами. И ты там пришел, что-то торгуешь. А там тебе создается, знаешь, вот мы скопировали хардвер, только не смогли софтвер скопировать. То есть в этот рынок вставить правильные управления и мозги. Ведь планировалось, что у нас есть рынок во Львове Шувар, там в Киеве будет этот рынок столичный, будет рынок в Одессе, ну и несколько еще региональных, которые были бы площадками и хранения, и заморозки, и, соответственно, дистрибуции. И это поднимает доходность фермерства. Соответственно, фермер уже тогда не бедный, думает, как бы продать свой участок земли, а он кредитоспособный, он может взять в банке, опять же, свой банк, финансовый инструмент. И таким образом у тебя в селе ты удерживаешь людей. И даже сейчас там остается порядка 17% рабочей силы проживает на сельских территориях и занято в сельском хозяйстве, которое на самом деле в ВВП, в структуре ВВП меньше 2% сейчас в Корее. Но почему это важно? Потому что это все равно страна, это заселенность, не могут все жить в городах. И не могут все работать в Hyundai или Samsung. У них похожий подход, как у Польши. Там тоже 2,5 миллиона фермеров, как бы, да. Они их поддерживают. И они поддерживают. И государство активно вмешивается в продовольственную политику. То есть очень оно закупает большие порции. То есть Корея по продуктам питания, по продовольствию очень зависена. Вот в том числе она покупает зерно. Но в основном из Украины, вот когда она покупает, это фуражное берет для кормов, для животноводства своего собственного. А вот уже свиньи, коровы и курица, у них уже своя.
И здесь опять же играет роль очень важную государство, который стабилизационный фонд. Не так, как у нас там, был аграрный фонд, то он работал, потом его раздеребанили, все, забыли, что у нас такой был фонд, кто как поддержит фермеров, да никого. Было министерство, то его ликвидирует, то объединяет. Какая у него роль, какие у него реальные полномочия. Проблема в отсутствии стратегирования. Вот это вот слияние, разлияние всех министерств подряд, и оно же сказывается не только на судьбах этих министров и чиновников. Проблема в том, что это сказано на судьбах отраслей. И когда ты понимаешь, что у тебя там проводится реформа, мы хотим сделать землю товаром. Окей, сделали землю товаром, но какую структуру аграрного производства мы хотим иметь в стране? Почему это важно? Потому что нужно понимать, сколько людей тогда нам нужно, чтобы проживали на территории сельской местности. Потому что если у них не будет работы, у них будут социальные другие проблемы. Либо нужно создавать другие работы, либо либо их перемещать, либо тогда это приведет к естественному уменьшению населения. То есть какая стратегия государства, какая модель. И вот корейцы ответили на эти вопросы, и они себя в этот международный рынок труда строили в цепочке, где-то пришлось потолкаться, но когда Корея, маленькое государство, сравнительно в масштабах размера населения, в масштабах размера территорий, имеет своего генсека ООН, это чего-то стоит. И главу Мирового банка своего лоббировали, избрали. И много других примеров могу показать. Это на самом деле ведь параллелей у нас, Украины с Кореей, гораздо больше, чем мы даже понимаем себе. Я даже сейчас не говорю с Южной Кореей, а вообще с корейскими государствами на территории Корейского полуострова исторически. Это территория зажата между суперсилами, Китаем, которые имеют и прошлое, и действительное, и будущее имперское. Это Китай, Япония, когда-то Монголия, теперь Россия. Это зажатый полуостров. Украина всегда была зажата, опять же, либо там сегодня это Турция, Османская империя, это в Европе было княжество Литовское, поляки и россияне. То есть мы всегда были на этом перекрестке. Ну так нам суждено на этом стратегически. И вот возможность петлять. Я был там на одном тоже эфире, говорили о Корее, я посоветовал еще один фильм для просмотра. 5000 лет выживания. Это в художественном стиле снятый документальный фильм. То есть, 5000 лет назад не было документалистики, но по историческим событиям сыграли, как художественно сняли фильм. И там рассказывается, как они петляли, тут договаривались с китайцами, там с монголами, там друг с другом дружили, не дружили. И по итогу вот эти королевства на полуострове Корейском, сначала Чосон, эпохи Корё, Когурё, то есть разные, как они выжили, как нация сохранилась. И несмотря на достаточно пренебрежительно часто к ним отношения со стороны китайцев, которые считали, это какие-то заблудшие китайцы, или японцев, они не просто выжили, они развились и вставили одних и других по многим позициям. И я просто помню, опять же, 95-й год или 6-й, когда там первые корейские машины начали появляться, это был ужас-ужас. Да. А сегодня мы понимаем... Сейчас говорят Hyundai, а не понимаю, что Hyundai уже давно круче, чем Toyota, и вставил японский автопром. Да, вставил и по продажам, и по количеству. Кстати, лидирует в США второй после Теслы по электромобилям, но по миру лидирует Hyundai, у них намного круче электроавтомобили. Ioniq. Ioniq, там целая линейка. Сделали свой люксовый бренд, там Genesis, да, это тот же Hyundai. Купили Kia, когда оно было в сложностях, банкротстве, но сохранили при этом бренд, не ликвидировали. Я к чему это говорю? Что правильное, не излишнее вмешательство государства, которое часто приводит к перекосам, и при этом не ущемление демократии, как это в Китае. То есть Китай развивается, вроде там формально называется это компартия, хотя это давно условная компартия, да? Но тем не менее, Китай с демократией, мягко говоря, сложно. Здесь все, пожалуйста. У тебя есть и демократия, и при этом развитие, и роль государства. И как только кто-то из крупного капитала включает режим олигарха и пытается сказать, да мне государство по боку, или я тут расскажу, как проводить какую-то внутреннюю или эту политику, очень быстро наводится резкость. Группу ДЭУ за подобное действие фактически государство как сделало? Никого не посадило, оно просто не поддержало. В нужный момент кризиса сказала, ты там сильно умничал,
значит не будет такой группы. Поделили часть в Конхве, отошла часть Поска, часть американцы купили и все. А основателя, который был один из столпов корейской экономики, объявили в розыск. Потому что он убежал в Вьетнам, потом вернулся, его, как обычно, в Корее простили. Но тем не менее. То есть где-то начал играть внешнюю политику Hyundai, там лоббировать, чтобы они на территории Северной Кореи построили индустриальный комплекс. Когда это вскрылось, ну, глава Hyundai группы в окно вышел. А группу поделили между братьями, между другими подразделениями. То же самое с Samsung. Только он запачкался где-то с Пак Кын-хэ, с президентшей, которую посадили в коррупции, его сразу закрыли. Главу компании, которая генерит 30% ВВП Кореи. Офигеть. 30. А какая вообще вот роль вот этих кланов в их... Ну, чеболи, да. Чеболи, да. Вот какая роль кланов вообще вот в их системе там, да? Потому что они же, ну, даже из того, что ты говоришь, они вынуждены трансформироваться постоянно. Они, после того, как это превратилось в публичные компании, когда они стали котироваться на биржах, после того, как экономика стала многогранной, после того, как выросла их роль в 60-е, 70-е была запредельно важной. И когда государство там стимулировало, им проще всего было не как-то в целом по отрасли что-то размазывать. Они понимали, вот есть компании, нарезали им задачи, они пытались сделать, кто-то эффективно, кто-то нет, определялись, и по итогу вот так структурировалась экономика. И тогда действительно их голос, особенно если это был совокупный голос, значил много. Но напоминаю, тогда у власти были военные. Поэтому это демократически избранному президенту ты можешь что-то там рассказать, и там, возможно, ему не дать переизбраться. А когда ты разговариваешь с военными, в Корее сначала Пак Чун Хи, потом Чон Дух Хван, потом Ро Дэ У, то все понимали, что наша задача строить экономику и зарабатывать деньги. А если будем сильно умничать, то как бы все это может быстро закончиться. Это плохая сторона, это не очень демократично, но это там работало. И вот они выросли до больших. А потом в какой-то момент, когда прекратились военные режимы и пошли демократические правительства, их роль уже была большая, но институции государства, институции парламента, независимого суда были так выстроены, что все их уважали. И как только, вот смотри, в 1997 году первый разрыв фактически ДЭУ группы произошел в конце 90-х. В 1997 году был впервые избран демократический президент, а уже в 1999 году у группы ДЭУ случились проблемы в 2000-м. Потому что они решили, что раз не военные при власти, мы будем подруливать. Ну да подруливались. И вот фактически то, что произошло с разгромом суда, там, ну, условным разгромом в Корее несколько дней назад, когда Юна выдали ордер на арест президента, и он сейчас под стражей, кстати, на 20 дней действующий президент, просто напоминаю нашим зрителям, да, то это беспрецедентный случай. И очень многие корейцы были именно этим шокированы. Не арестом президента, а тем, что толпа напала на здание суда. Суд — это священная корова, это последняя инстанция. Все доверяют, то есть да, суды тоже часть общества, они тоже слышат мнение, они тоже там начинают как-то прислушиваться. И во многих президентах, если вы чисто шли по букве, возможно, закона, по букве, то они не были бы осуждены. А поскольку шли по духу закона и потому, что понимали, что сделал президент, хотя, знаешь, пальчиков не оставил, были приговоры. Так вот, выстроена была система. За время военных, как ни странно, то есть цену за эту демократию страна заплатила большую. Были убиты сотни студентов во время десятков выступлений. Если так, то тысячи. На протяжении это постоянно происходило, но рано или поздно эта демократизация общества прошла, и она победила. То есть у них, извини, что у них не было такой развилки, как у китайцев на Тяньаньмине. У них они тогда передавили китайцев, передавили, закатали и да. все. Нет, тут ведь вопрос в чем? Это передавливали, но опять смотри, первый, кто давил жестко и додавил до своего убийства, это был Пак Чун Хи, на которого молилась полстраны. И то, что его дочь потом избрали снова президентом, чем через 30 лет, это свидетельство того, насколько люди ему были благодарны. И он точно не был публично увлечен в большой коррупции. Более того, многие ставили о том, насколько он был бессеребренником. Хотя сегодня выходит ряд расследований, что все-таки там какое-то там деньги где-то какие-то были припаркованы. Да? Но потом следующий, опять же, слетал с власти, терял власть из-за чрезмерного насилия против населения. Не может власть победить собственный народ, если народ готов бороться. Просто китайцев в какой-то момент, и
информационная система, все, ну то есть власть зажала, и дальше она его контролирует. В Корее это не произошло. То есть они зажимали, но те прорывались, потом в конце концов в какой-то момент переломали, и теперь уже общество рулит властью. Оно признало, что оно ее нанимает. В Корее один президентский термин, ты не можешь баллотироваться на второй. Вот эти прививки тоталитарных переизбраний, они привели к тому, что в Конституции такие изменения. Поэтому депутатам и парламент поэтому такой сильный. Вот, пожалуйста, президент, который ввел военное положение необоснованно, то есть сейчас у него два процесса. Один за так называемый мятеж, что он пытался повалить конституционный строй. Второй по импичменту за военное положение. Он в Конституционный суд является на допросы, ну, за слушание, а со следователями по мятежу не общается. И он в Конституционном суде, в том числе сегодня, там он рассказывал о том, что он на самом деле там чуть ли не хотел проверить. И там сейчас мемы пошли в Южной Корее, что можно проверить систему, как там это работает, выявить, мол, негативных элементов. Мятеж. Да, через военное положение. Начали корейцы шутить, можно это в банк зайти с автоматом, попробовать проверить систему безопасности банка. Когда приехала полиция, говорит, я не воровал, я просто проверял. Да. Но я сделал пари с одним из своих коллег о том, что и уже оно сбылось. Я сказал, что его импичмент отменят в течение нескольких дней. Это было в день, когда сделал военное положение. Я сказал, что будет импичмент. И второе, что его посадят. Но то, что он сейчас закрыт, то есть дальше он уже, мой прогноз, он не выйдет уже, все. Ну, то есть выйдет через годы. То есть дальше со статуса обвиняемого он перейдет с подозреваемым, обвиняемый, будет суд, и он будет сидеть. Какое-то проклятое место у них президентское. А сейчас очень многие его сторонники поднимают вопрос, что это не президенты плохие, а система неправильно выстроена. Что у президента такое количество полномочий, но при этом настолько развита контрольная функция парламента и все отдано, что даже выполняя свои функциональные полномочия в законный способ, часто появляется то, за что там оппозиция может напасть. И условно коррупция, вот коррупция ведь Пак Кын Хэ, да, знаешь, в чем заключалась? В том, что ее подруга, она об этом знала, собирала с больших корпораций деньги в фонд. За деньги этого фонда президент не купила себе ни дом, ни машину, никуда где не отдыхала. Они тратились на ее, условно, социальные инициативы, как у нас говорится. То есть от ее имени на благие дела. Там чуть-чуть прикуривала это ее подруга. Так вот, президента посадили на 24 года за то, что она знала, что подруга, пользуясь ее именем, собирает деньги в фонд, которые тратились на социальные инициативы президента. Офигеть. Вот. И там корпорация миллиардная, там сотни миллиардов, 600 миллиардов там стоит условно группа Samsung, она туда дала там 20 миллионов долларов. Ну, то есть копейки. Ну, в масштабе их бизнеса, даже в масштабе украинской часто коррупция, это, мягко говоря, далеко от... И вот, пожалуйста, и саму Samsung сняли, посадили за это. И президента действующего. Я просто к тому, что с одной стороны, коррупция присуща во всех государствах, в самых прозрачных демократиях, и в США, и в Украине, и в Корее. И масштаб, во-первых, как с этим мирится общество, ну то есть представить, что ты в Корее дал полицейскому или судье взятку, или прокурору, ты предложил, ты все, ты сидишь. То есть это априори. Или там доктору в больнице сказал, а вы переведите, вот вам на карман, а вы меня переведите. У них в культуре вообще есть интересная штука, у них чаевые не берут. Как и в Японии, в Корее чаевые не приняты. То есть ты дашь чаевые, ты обидишь человека. То есть я тебе обслуживаю, я выполняю работу. И я ее делаю качественно. За это я получаю зарплату. А ты пытаешься мне что-то дать, ты, мол, там показываешь как-то свое превосходство. Или что. Хочешь отблагодарить, спасибо, вот заплати по счету и приходи к нам еще. То есть это, хотя в некоторых увеселительных заведениях сейчас это уже меняется, и они там начинают эту историю там в карманы запихивать, но в принципе везде в общепринятом, нигде в ресторане нету понятия чаевые, особенно если это будет какой-то там ресторан в 5-звездочном отеле, 0 шансов.
Но То есть, смотри, это же тоже очень крутой пример того, как общество, которое, ну, в принципе, если было не тотально коррупционным, но очень, очень очень коррупционно. В коррупционным. том числе полиция. Да. Там Прокуроры, полиция, да. 60-е годы, там 50-60-е годы прошлого века, да. оно прошло, ну, достаточно быструю эволюцию, потому что и говорить о том, что у нас там вот такой менталитет, как вот тут у нас часто любят повторять. Это не вопрос менталитета, это вопрос системы. Мотивации изменить. Да, мотивации изменить и наказаний за... То есть у нас ведь проблема в том, что даже часто хорошие мотивации, они тонут, потом нету наказания. Безнаказанность, она порождает вседозволенность. Это банальная фраза, но она в Украине процветает. То есть и в Корее нету безнаказанности. У них наказывают всех. У них при президенте Номухёне его сын сидел. И сына действующего президента посадил в тюрьму прокурор, генеральный, которого назначил президент. Но это в наших реалиях тут на голову не налазило некоторым. Когда у нас кумовей там своих там без юробразования некоторые ставили президентами, не президентами, а прокурорами, то и там терялись дела и закрывались. А здесь вот такой уровень ответственности. Безусловно, такие действия порождают доверие общества. Если общество доверяет, то им даже если что-то не нравится, оно протестует в законный способ. Ну, то есть, и в том числе там подкуп избирателей, ну, это из ряда вон. То есть, да, они могут там им делать какие-то блага, как все политики на Западе в рамках своей избирательной кампании, но там раздавать конверты с деньгами, ну вот одного из депутатов парламента, моего хорошего знакомого, кстати, к сожалению, ну, у него там прямо дело, его уже частично осудили за то, что обвинение в том, что он, баллотируясь на должность главы партии, внутри партии, мотивировал делегатов съезда, раздавая им там какие-то конверты о том, чтобы его избрали главой партии. У меня такой вопрос. Друзья, полайкайте эфир, отлично идет, всем очень интересно, аудитория постоянно растет, поэтому ты заблуждаешься же, когда говоришь, что устали, как раз не устали, вот они только добавляются. Вот такой вопрос. Как корейцы смотрят на себя? То есть вот кто они в современном мире? И я думаю, что ты, наверное, видел вот эту вот мутацию, как бы трансформацию, когда-то в 90-е годы приезжал, и сейчас. Вот как они смотрят на другие народы, там, да, ну, не знаю, там, на американцев, на китайцев, на русских, на нас, вот, как бы, да, и на себя. Потому что вот у нас это такая вот вечная боль, как бы, да, вот мы источник такой большой боли, как бы, это, и к этой боли должны прислушиваться. Корейцы, нет, они, во-первых, сдержанные люди, они не выпячивают свои какие-то проблемы и страдания, они не пытаются вызвать сочувствие. То есть это последнее, что кореец будет пытаться вызвать, вот, там, помогайте нам или помоги мне, я там. Нет, они поначалу, чувствуя свою недостаток образованности нации как таковой, проблему экономики, зависимость, они, плюс умножено на конфуцианскую скромность, это приводило к тому, что корейцы там, они не так, у них нет аж такого церемониала, как у японцев, там про угол наклона, в зависимости от того, кому ты кланяешься, и количество поклонов. Но в Корее тоже в языке есть разные суффиксы и разные даже глаголы, в зависимости от того, там, с кем я разговариваю. Там, глагол еда, есть, ну, есть, у него есть три разных глагола одного значения, есть. То есть с тобой мы будем говорить как с другом, я скажу там мохта. Если я буду говорить там своим там условно с отцом, я скажу там условно чапсусида. А если я буду говорить там с боссом или президентом, я скажу тысида, да, то есть это самая верхняя форма почтения. Я к чему это говорю? То есть у них есть почитание к иностранцам априори, как у большинства азиатов. И они очень френдли нация. Они не высокомерные, у них нету имперского прошлого, поэтому они не включают режим, как китайцы, там, покер-фейс, мы там были до вас и будем после вас 1000 лет. И у них нету такой, скажем так, островной, присущей японцам, излишней аристократичности. Ну, особенно, если мы говорим про руководство страны, про элиту, не в целом. Что японцы тоже в целом не такие. Но любая нация, из-за мной перечислены, они достаточно, они показательно вежливы и показательно френдли. Но корейцы,
возможно, потому что я слишком много лет был в Корее и люблю эту страну, они, по моему мнению, они более искренние, на порядок более искренние, чем ряд их соседей. Но при этом в какой-то момент, когда они начали чувствовать свою экономическую силу, региональную силу, они стали все больше и больше, спасибо, они стали все больше и больше включать вот этот режим «мы сами с усами, мы знаем, мы так будем делать, мы так не будем». И они с амбицией быть в каких-то темах глобальными лидерами. Но, буду честным, я считаю, что они точно являются региональным лидером. Но по многим позициям до глобального политического лидерства они еще все-таки не дошли. То есть не по размеру экономики, да? То есть ведь не всегда размер экономики там влияет. То есть влияет и историческое прошлое, и размер страны, и его положение. Там Россия по экономике, ну вот Да, такое. как Корея. Да, как Корея, кстати. Вот Россия по населению и по масштабам, да, и Украина в 6 раз больше, чем Южная Корея. Украина 600 тысяч квадратных километров, ну, законная территория, ну, если с оккупированной считать. Корея 100 тысяч квадратных километров. Там Северная Корея больше, кстати. 120, и при этом население в Северной Корее в 2 раза меньше. Я к чему это говорю? То есть корейцы, они себя видят уже сейчас достаточно зажиточными. Это 5-я, 6-я путешествующая нация в мире. То есть это туристы гораздо больше, чем страны, больше с населением. Они чем Индонезия, условно говоря. То есть больше гораздо корейских туристов, чем индонезийских или индийских туристов в мире. То есть они много ездят, много путешествуют, они привносят это в страну, и они активно продвигают свой бренд. То есть бренд Корея, у них была государственная программа. Одна из моих хороших знакомых и подруга, она уже такая в возрасте женщина, она была амбассадор Кореи, именно культурный амбассадор. У них была госпрограмма, называлась «Визит Корея». То есть она в мире продвигала о том, что ты должен приехать в Корею. И они ее сначала начали, она была «Визит Корея 2000», потом они ее продлили на чемпионат мира, который они проводились в Японии в 2002 году по футболу. Предтечей было это их Олимпийские игры, которые они проводили в 1988 году. И они сначала затягивали к себе, влюбляли в свою страну, а потом пошли с культуры на экспорт. И когда они увидели, что их фильм может выиграть Оскар, впервые в истории, иностранный фильм на иностранном языке, да, «Паразиты». Когда они увидели популярность, там, этот Gangnam Style, который первый собрал 1 миллиард просмотров на YouTube. Это кей-поп, который, как я уже сказал, эти драмы. То есть они поняли, что... 4 Minutes, например, как бы группа была у них в свое время. Они пошли, они поняли, что у них много чего есть чем гордиться, что они держали внутри и часто недооценивали. И сейчас психотип современного корейца, безусловно, он отличается от того, что я видел в 1997 году, и точно отличается от того, что было в 60-м, 50-х, когда грамотность составляла там, до 20%. Грамотность, читать люди не умели. Читать люди не умели. А сегодня у них своя космическая программа, свой космодром. И это вот одна из тем, если говорить про сотрудничество Украины с Кореей, то одна из тем, которую я советую нашим властям, когда там мой совет кто-то готов слышать или спрашивает, о том, что у нас не так много чего им есть предложить. Да, они хотят от нас продовольствия, потому что они по продовольствию зависят от импорта, и Украина туда уже продает, и можно было бы больше. Вот. Но из стратегических сотрудничеств это космос. Потому что они были в партнерстве с россиянами. Более того, россияне много им помогли сделать по системам вооружений, в частности по ракетным технологиям и системам ПВО. Там частично их ПВОшная система, они разработаны вместе с россиянами, что тоже является с Алмаз-Антеем, что является ограничивающим фактором для продажи НАТО, что там есть российская компонента. Но я сейчас не об этом. Но когда случилась война, ну, не только поэтому, потому что запуски были не очень удачные, и потому что россияне не готовы были делиться технологией, а только продавали свои запчасти корейским ракетам, космическим ракетам, я имею в виду. И эти запчасти не всегда были эффективны. И провальные запуски были в том числе по причине этих запчастей. И Украина, но не просто продавала, а продавала и где-то передавала технологию, либо учила, готова была учить. Если в какой-то день все-таки наше правительство разродится на историю приватизации Южмаша, то я считаю, самым стратегическим партнером должна быть в этом плане рассмотрена Корея. Потому что у них есть эта амбиция, у них есть деньги, у них нет технологий. А у нас
из бедных, мы единственные из космических стран, которые такие бедные, но продолжаем иметь эти технологии. Плюс мы слабы в спутниках, а не сильны в спутниках, но мы сильны в ракетоносителях. Если доработать с корейским подходом ракетоносителей, мы могли бы составить конкуренцию и Маску тоже. И более того, если уже на то пошло, то когда сейчас поднялся этот скандал с достройкой хмельницких двух блоков, 3-го и 4-го, мало кто знает, но корейцы, получив изначально, у них треть энергетики это атомка. У них большая, у них под 600 гигаватт-часов они генерят в год, то есть это в 3,5 раза больше, чем Украина до начала вторжения. Но у них все реакторы, которые установлены, больше 20 реакторов, они начинались как технологии Westinghouse, а потом они разработали свою технологию. И они строят новые по своей технологии. И в Эмиратах по корейской технологии строится уже 1400 мегаватт. АПР называется АПР 1400. Они строят, они в Саудовской Аравии строят, они выигрывают тендера по миру. Они Больше, чем наши, у нас 1000. У нас тысячники. У нас есть более маленькие ровно и в основном тысячники. Это твеловская технология, Росатомская технология. У Westinghouse тысячники тоже. Корейцы сделали 1400. Более того, самое ключевое в другом. Из всех установленных реакторов в мире, а это там, я не знаю сколько точно, но Куртев может точно сказать, сколько их там установлено, но первая десятка это все по использованию эффективности установленной мощности, это корейцы. То есть они не на 30, не на 40%, не на 70 их используют, а по 90 с лишним. То есть они четко планируют ремонтные работы, когда остановили, как загружать, так управляют системой, что это самая дешевая электроэнергия, самая стабильная, максимально попадает в сеть, соответственно, делая электроэнергию доступной для всех. При том, что у них, да, не имея своего ни газа, ни угля, большая часть энергетики все еще остается и угольной, и газовой. Газ для маневренности используется. Там немного гидро есть, конечно. Но и они сейчас отстают от соседей по альтернативке. Но темпы, которыми они включились, я уверен, что они обгонят и китайцев, и японцев по альтернативке. Но при этом по рынку панелей солнечных, например, вторая в мире компания, это Ханхва, это корейская компания. Она сделала производство в Китае, и когда ты покупаешь китайскую солнечную панель, это ты платишь деньги корейцам. Ну, просто офигеть, вот честно говоря. Я получил огромное удовольствие от беседы, и я думаю, что мы будем развивать ее какой-то регулярный формат, потому что ты как человек с огромным кругозором и вот такими знаниями, с полей, как говорится. Когда теория сочетается с практикой, это очень круто. Напоследок, знаешь, хотел сказать, я упомянул Х3, Х4, ведь самое смешное, что еще в 2000-х корейцы, Кепка тогда компания, Korea Electric Power Corporation, они тогда отвечали у них и за атомку, потом их разделили, с капитализацией больше, чем LG компания на тот момент была. Они участвовали в тендере на достройку Х3, Х4. И одна из причин, почему, потому что из-за сильнейшего российского лобби внутри Украины их сбрили. Корейцы готовы были это сделать. Потом мы пришли к вопросу строительства в Украине завода по ядерному топливу. И корейцы готовы были в него заходить. И я всегда лоббировал корейцев по одной простой причине. Потому что вот это, давайте или с Росатомом, или с Вестинхаузом ставило нас на политическую всегда растяжку. А возможность привлечь третью сторону, которая не играет на территории Украины, вообще в Европе, в политику. Как поляки сделали. Да. Вот это помогает. И тогда, я помню, опять же, корейцев с этой темы сбили здесь определенные люди, которые лоббировали российский росатомский интерес. Поэтому, когда война закончится, я хочу, чтобы все-таки атомная энергетика у нас развивалась и была, но мы не думали, как купить болгарский недострой, болгарское БУ, а все-таки брали стратегов в партнеры. И когда мы говорили, что там нужен новый металлургический завод вместо разрушенной Азовстали, то мы брали Поска, мирового лидера, который мог бы построить Green Steel, да, то есть без коксирующегося угля. Или брали в атомке тех, кто лидеры мировые, а не тех, кто удобнее или кто нам выкрутил руки. И более того, знаешь, не хочу слишком про украинскую повестку дня, чтобы не сказали, что я там кого-то критикую.
Но я нажимал очень на кнопку, хотел задать министру нашему энергетики вопрос. Он там был как раз у нас на последней неделе. Много его спросили там и по поводу блоков энергии, но не спросили ключевое. Я подходил к коллегам, говорю, ну что же вы не спросили? Как он собирается ввести в эксплуатацию электростанции, блоки, которые будут иметь российские энергоблоки? То, что он рассказывал, что часть из них сделана у нас в Украине в Краматорске, это, знаете, до лампочки. Потому что МАГАТЭ, который обязан выдать сертификат и разрешить условно эксплуатацию, им нужно будет, чтобы изготовитель оборудования сказал, да, все правильно установлено. Будут с России приезжать технадзор осуществлять. Как мы устанавливаем в Хмельницке их энергоблоки, они будут нам за какие уступки подписывать готовность к эксплуатации. И кто это тянет? Ну, то есть вопрос, они говорят, это так дешево. Раньше за миллиард нам продавали, сейчас за 600 миллионов, за 500, да хоть даром подарят. Но это все равно история про то, что нужно иметь стратегическое видение. И не всегда самый дешевый сыр или сыр хороший в мышеловке. Поэтому я призываю к тому, вот заканчивая наш, со своей стороны наш диалог и эфир по Корее, что часто решения не самые очевидные и не самые простые. Но если есть стратегия, то можно потерпеть какие-то тактические неудобства или потерю кому-то рейтинга или электоральной поддержки, если ты видишь цель, к которой ты идешь. И еще раз, Корея после войны, не имея элиты собственной, после японской оккупации, она ее выращивала. И именно эта элита потом строила эту страну и сегодня ее защищает и делает независимой. Без того, кто будет специально учиться для того, чтобы реформировать страну, ее стратегически развивать, ничего не будет. Друзья, у нас получился великолепный эфир. Я вот реально получил интеллектуальный оргазм. Наша аудитория тоже получила этот оргазм. Все наши медоеды вот отписываются и говорят, что... И девианты. И девианты, да. Что это просто супер беседа, что просто новые какие-то горизонты открылись вот в ходе этой беседы. Тут уже просят про Северную Корею рассказать. Там, ну, в следующий раз можем. Я думаю, что мы можем. Можем северного корейца привести, который сбежал с Северной, выбрал Украину, женился на украинке. Его семья, к сожалению, дорого за это заплатила. Там, ну это такое. Интересно. Интересно. Андрей Николаенко с нами был, и мы, вот я думаю, что мы какой-то формат разовьем обязательно, каких-то таких регулярных бесед, потому что, это очень интересно. И не забудьте этот эфир полайкать, и не стесняйтесь писать комментарии, помните, что это все помогает продвигать этот крайне полезный и познавательный эфир в Винете, и до завтра. Завтра у нас тоже будут интересные эфиры. Традиционно в 18:00 мы начинаем. Пока.